Вот, наконец, и стартовал долгожданный сезон продажи бахчевых, которые в середине лета начинают привозить к нам в основном из стран ближнего зарубежья, так как на наших полях арбузы поспевают не раньше августа-сентября. К сожалению, в этот период довольно часто именно арбуз становится не только источником летних витаминов и минеральных веществ, но и виновником довольно сильных отравлений. Именно отравлению арбузами и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Здравствуйте, мои хорошие! Арбуз – потрясающее растение, плоды которого ботаники относят к ложной ягоде. Он является настоящей природной кладовой витаминов и необходимых для человека микроэлементов – магния, калия, кальция, железа, фосфора и натрия. Более того, этот фрукт хорошо знаком любителям здорового питания, так как он обладает малой калорийностью – всего 25 калорий на 100 грамм продукта. А входящая в состав этой ягоды фруктоза делает ее незаменимым продуктом в летнем рационе страдающих сахарным диабетом. Помимо этого, употребление в пищу арбуза благоприятно сказывается на процессе пищеварения, нормализует обменные процессы в организме и даже снижает излишний уровень холестерина в крови. Тем не менее, несмотря на все плюсы, арбуз выступает одной из самых частых причин пищевого отравления. Основная доля отравления арбузом приходится на начало и конец сезона. По этой причине медицинские работники не советуют покупать арбузы раньше сентября. Дело в том, что употребление в пищу этой ягоды раньше первого осеннего месяца может стать причиной отравления нитратами, которые недобросовестные производители вносят с азотистыми удобрениями для ускорения созревания и увеличения массы плодов. Нитраты, поступая в небольшом количестве в здоровый организм, выводятся из него практически без последствий для здоровья. В то же время избыточное их количество, попадающее с пищи, оказывает чрезвычайно токсичное воздействие, поражая пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы. А вот конец сезона продажи арбузов таит в себе другую опасность – отравление уже залежалым плодом с признаками брожения. Дело в том, что арбузная мякоть является превосходной средой для размножения бактерий, в том числе и опасных для человека. То же самое можно сказать и об уже надрезанном на пробу или треснувшем при транспортировке арбузе, в котором молниеносно начинает увеличиваться количество болезнетворных микроорганизмов. Первые симптомы отравления могут проявиться уже спустя 1,5 часа после употребления в пищу арбуза. В случае отравления нитратами наблюдаются общая вялость и слабость, тошнота и головокружение, боли в височной области различной интенсивности, незначительное повышение температуры тела, озноб, чрезмерная потливость, болезненность в области живота, кишечные спазмы, возможны боли в области желудка и печени. Излишнее количество нитратов губительно влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь может спровоцировать частый понос более 10 раз в сутки. При острых отравлениях, когда в кровь попадает большое количество нитратов, за счет их способности заменять гемоглобин развивается кислородное голодание тканей. Кожные покровы и ногтевые пластины бледнеют. Наблюдается посинение губ и слизистых оболочек полости рта. Склеры глаз приобретают желтый оттенок, понижается общий тонус мышц. А в некоторых случаях появляются судороги в ногах и руках. Снижается частота пульса, пульс становится нитевидным. При отравлениях, проходящих в очень острой форме, происходит нарушение деятельности сердца. Это выражается в одышке, сбоях ритма сердца, снижении давления. Как видите, отравление нитратами может вызвать довольно серьезные и необратимые процессы в организме, вплоть до летального исхода. По этой причине, в случае, если вы начали отмечать у себя или кого-то из близких нарастание вышеописанных симптомов после употребления в пищу арбуза,
Необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, а в ожидании приезда медицинских специалистов попытаться оказать доврачебную помощь. В первую очередь надо промыть желудок. Для этого стоит выпить от 500 до 700 мл раствора марганцево-кислого калия или обычной кухонной соли. За неимением таковых под рукой подойдет и простая питьевая вода. Жидкость для промывания должна быть подогрета до 36-37 градусов Цельсия. Раствор такой температуры способствует замедлению перистальтики кишечника и тем самым препятствует всасыванию токсинов. После чего, раздражая корень языка, вызвать рвоту, что поможет освободить желудок и пищевод от остатков мякоти арбуза. При необходимости такие действия совершаются повторно. После чего с целью очищения пищеварительного тракта от токсинов следует принять любой сорбирующий препарат – смекту, энтеросгель, полисорб или активированный уголь. Обеспечьте отравившемуся обильное питье, желательно минеральную воду без газа. Это активирует работу почек и будет способствовать скорейшему выведению токсинов. Пить надо часто, небольшими глотками. Также для восстановления сил и снятия приступов рвоты можно напоить пострадавшего сладким горячим чаем с лимоном. И еще один важный аспект. Ни в коем случае не давайте пострадавшему жаропонижающие, обезболивающие и противодиарейные препараты. Эти лекарственные средства затормозят выведение токсических веществ и довольно сильно изменят клиническую картину заболевания, что помешает лечащему врачу назначить адекватное лечение. А сейчас давайте разберемся, как же обезопаситься от отравления арбузом. Ведь, несмотря ни на что, так хочется полакомиться и попотчевать своих домашних этой сладкой летней ягодой. Для этого нам помогут несколько простых правил. Покупайте арбузы только в сезон, не раньше середины августа. Приобретайте продукцию исключительно в специально оборудованных и отведенных для этих целей местах уличной торговли. При этом на вывеске должно быть указано название предприятия, его юридический адрес, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его ИНН, а также на организованных рынках и в стационарных магазинах. Не покупайте арбузы с внешними признаками порчи. Не проверяйте арбузы на спелость с помощью вырезания кусочка мякоти. Грязным ножом можно занести внутрь ягоды огромное количество микробов. Перед употреблением обязательно тщательно помойте арбуз кипятком, лучше с мылом. Если разрезанный арбуз внутри имеет размягченную консистенцию, интенсивный красный цвет с небольшим фиолетовым оттенком, желтые, а не белые волокна сердцевины, стоит воздержаться от употребления такого продукта, поскольку это может свидетельствовать о повышенном содержании нитратов. Не ешьте мякоть, расположенную возле корки. Именно здесь скапливается максимальное количество нитратов. Не кормите арбузом детей младше 1 года. Храня уже разрезанный арбуз в холодильнике, обязательно накрывайте его пищевой пленкой. Срок хранения нарезанного арбуза в холодильнике не более суток. Для того, чтобы предупредить отравление у ребенка, всегда пробуйте арбуз первыми. Почувствовали кислинку? Выплюньте и ни в коем случае не давайте малышу, да и сами воздержитесь от его употребления. Арбуз прошел вашу дегустацию? Все равно, не давайте детям сразу его кушать. Выждите как минимум 6 часов. Не забывайте народную мудрость: береженого Бог бережет. Ну и в конце сегодняшней беседы пара проверенных лайфхаков, дошедших к нам из советских времен. Определить содержание большого количества нитратов в арбузе можно, сжав его обеими руками. Тот плод, который вырос и созрел сам, без допинга, будет издавать треск. А вот если мякоть арбуза поместить в стакан с холодной водой, то вода станет просто мутной. Вода же от нитратного арбуза окрасится в розовый или красный цвет. На этом на сегодня все. Не болейте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, заглядывайте в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!